Всех приветствую! Сегодня мы с вами подберем сеточную стратегию для пары Doge и USDT. Фьючерсные контракты на бирже OKX, собственно говоря, помогут нам в этом сегодня два скрипта. Первый скрипт – это торговая стратегия. Она, собственно говоря, визуализирует все сделки на графике, и с помощью нее мы прогоним комбинацию сеточной стратегии на всей истории торгов. И, собственно говоря, скрипт, который проведет первичную оптимизацию на графике, вот, и подберет нам наилучшую стратегию, исходя из соотношения риска к прибыли. То есть будем мы обращать внимание в первую очередь на показатель минимального расстояния до ликвидации и, конечно же, профита. Вот, и давайте начинать. Ну и опционально, да, три задачи перед нами будет стоять. Первое – подобрать текущую комбинацию по текущей истории графика с максимальным расстоянием до ликвидации и наибольшим профитом. А вот вторая задача – это протестировать данную комбинацию на всей истории торгов. Если она проходит всю историю торгов, замечательно. Если нет, то оптимизировать объем первого ордера. И если она зависает в какой-то сделке на длительное время, там год, два, три, то подобрать оптимальный стоп-лосс для данной комбинации. И третья задача, она опциональная, чтобы у нас в соответствии со всеми критериями по текущей истории графика комбинация соответствовала по профиту больше 5% в месяц, по длине сделки меньше, чем 2 недели, самая максимальная длина сделки меньше, чем 2 недели. И третья задача, чтобы расстояние минимума до ликвидации у нас составляло больше 70-80%. Вот с такими задачами мы с вами начинаем. Давайте чуть-чуть шума уберу, со стратегии уберу пинели сделки. Вот, и обязательно заранее включу, чтобы с детализацией баров, чтобы на всей истории торгов у нас были более точные результаты. Вот, предварительно не подбирал никаких комбинаций, поэтому это еще со старого осталось. Сбрасываю настройки, переношу по центру, и мы с вами начинаем быструю настройку. Собственно говоря, направление длинное лонг, сигнал никакой внешний не используем, количество баров 25, мне доступно 20 тысяч на премиум подписке. Сортировать буду по профиту, вот, также есть другие соответственно, варианты сортировки. Количество комбинаций в таблице будет 10, но на самом деле будет столько, сколько будет. Вот, закрывать последнюю сделку режим для того, чтобы у нас не было такой ситуации, что у нас комбинация сначала хорошо отработала, а потом просто зависла долгое время в какой-то одной сделке. Вот, собственно говоря, этот режим включен, и эта последняя сделка не будет учитываться у нас, собственно говоря, в итоговой статистике. Капитал $1000, проскальзывание поставлю обязательно 1/100 для того, чтобы у нас не было таких ситуаций, что там на кончике теней там закрывается, вот, хотя на самом деле в реальной торговле сделка бы не закрылась. Плечо 10, комиссия 5 сотых, стандартная комиссия liquidation level 15, он совпадает с уровнем ликвидации в торговой стратегии. Параметры все стандартные, диапазоны все стандартные, ничего вводить здесь не буду. Единственное, не знаю, по максимальному профиту мы пробьем или нет 50, давайте 30 изначально поставлю. Вот, собственно говоря, минимальная просадка меньше 90, а минимум до ликвидации больше 50, и минимальная длина сделки, точнее максимальная длина сделки меньше должна быть, чем 2 недели. 1344 бара на 15-минутном таймфрейме, это ровно 2 недели. Итак, запускаем. Давайте сразу же посмотрим, какие результаты мы в первую очередь получим. И получили мы ошибку. Это ничего страшного, такое бывает, так как за раз у нас прогоняется 1000 разных комбинаций на всей истории текущего графика, и, собственно говоря, они тестируются. Ну вот видим, что у нас ничего, ни одной комбинации. Окей, идем дальше. Я думаю, в любом случае подберем что-то интересное. Если что-то интересное не подберем, то, соответственно, будем смотреть над рамками, расширять где-то рамки, вот, либо более точечно. Ну вот, хотя бы одна, да, четвертая, хотя бы одна, что-то мы нашли. Вот, это хорошо. Давайте мы ее зафиксируем на графике. Давайте зафиксируем на графике. Так, сохраним ее. Вот, и последняя часть, пятая часть. Пятая часть, смотрим. Так, пятая часть у нас вылетела. По ошибке ничего. Ну, окей, давайте, исходя из этой, мы поднастроим чуть-чуть получше параметры вот, оптимизации. Видим, что SO count – это количество страховочных ордеров, у нас 8. Можно поставить 6-12, давайте поставим. Мы сейчас такие общие рамки поставим, я посмотрю, сколько в итоге количество комбинаций будет. Вот, общее количество комбинаций. Если что, их сужу, да, где-то чуть поменьше сделаю. Шаг страховочного ордера видим, но единица, да, поставим 0,8-1 и 4 можно оставить, я думаю, и 0,1 поставим.
Мультиплеер 1.2. Ну, в любом случае, я думаю, от 1.1 поставим. И здесь, ну, не буду я слишком много ставить, 1.4, я думаю, окей, 1.5 поставлю. И дальше Martingale 1.6. Ну, я думаю, тут точно от 1.2 будет, и до 2, наверное, я оставлю. Вот, и take profit единица, то есть больше единицы, ну, я думаю, вряд ли будет в меньшую сторону. Ну, давайте на всякий случай поставим 0.8, вот, и поставим 2 с шагом 0.1, с шагом 0.1. Вот, и посмотрим, сколько у нас. 19 тысяч комбинаций, 19 тысяч комбинаций. Ну, давайте начнем. И по ходу дела, если что, какие-то комбинации, какие-то рамки сузим, да. Так, давайте начинать с самой первой части. Зачем нам пятая? Самый первый. Ну, кстати, в пятой ничего нет, вот, предварительно. В первой видим 31. Ну, во-первых, сразу же можно уже поставить больше 40, чтобы нас не отвлекали какие-то левые комбинации. Больше 40 профит. Вот, 86 это, конечно, хорошо. Ну вот, но больше 40 профит я в любом случае поставлю. Идем дальше. Вторая часть. Вторая часть. И нам показывается уже что-то хорошее, 69 в целом минимум до ликвидации. Конечно же, это небольшое расстояние, но я думаю, мы сможем потом оптимизировать в случае чего, если у нас все-таки получится ликвидация, в случае чего мы можем оптимизировать по, соответственно, объему первого ордера. Вот. Дальше идем. Идем дальше к следующей части, третья часть. Третья часть. Что ты нам покажешь? Ничего не показала. Переходим дальше. Так, сейчас быстренько прогоним. 19 тысяч комбинаций. В целом, немного иронично звучит. 19 тысяч. Очень быстро прогнать. Вот. А раньше, до того, как я сделал данный скрипт, я использовал расширение в браузере, которое автоматически подставляло разные, соответственно, параметры и фиксировало результаты на текущей истории графика. И это было, конечно, вообще... То есть за ночь я мог собрать только максимально 3000, там, ну, я не помню, по-моему, 5000 даже у меня получалось. А тут как бы вы за минуту, там, 2-5 можете собрать, ну, реально огромное количество, точнее, протестировать огромное количество комбинаций, вот, и найти наилучшую, исходя из параметров разных. Так, вот мы еще какую-то получили комбинацию, я ее на всякий случай сохраню, и дальше мы уже с вами поработаем снова над рамками оптимизации. Вот, наверное, это видео чуть-чуть будет длиннее, чем остальные мои предыдущие. Предыдущие я записывал по биткоину, по эфириуму мы подбирали, вот, и, по-моему, по реплу или солане, я уже забыл, какую я по итогу пару взял, вот, по-моему, Solana. Так, что-то у нас вообще тут пока тишина. Пока тишина. Предварительно, конечно, 68, 69. Ну, 69, да, окей, можно прям определиться с этой. Давайте сейчас я еще посмотрю. Посмотрю. Почему-то... ну, Martingale, да, здесь 1.6, 2, ISO 8, в целом 1.3, 1.1. Ну, окей, можно сказать. Так, все, мы протестировали все части, пока я отключу таблицу. И что мы можем предварительно посмотреть? Так, у нас 55.47, здесь мы видим ISO 8, ISO 8 также сохраняется 6.8, да, шаг больше единица, либо там 1.3, мультиплеер 1.2, 1.4, да, видим 1.6 двушка, то есть в большую сторону take profit, здесь вот 1.2, и почему-то в большую сторону он у нас не идет, не закрывается. Окей, давайте мы, соответственно, в большую сторону посмотрели, протестировали, давайте попробуем все-таки в меньшую сторону, поставим 0.5 здесь, и, собственно говоря, какой тут максимальный был take profit 1.2, да, 1.2 поставим. Так, убежал куда-то, 1.2 ставим, вот шагом 0.1, супер, сузили Martingale, смотрим 1.6, 2, да, то есть Martingale можно смело 1,5-2 поставить, множитель 1.2, 1.1, 1.4, 1.2, то есть он у нас наоборот в меньшую сторону уходит, давайте поставим 1, и максимально у нас было 1.4, вот. Дальше идем шаг страховочного ордера, да, он у нас единица, 1.3 единица, да, хоть мы и поставили здесь 0.8, давайте ближе к единице поставим,
И поставим, давайте, наверное, чуть даже расширим. 0,5, 1,4 поставим. Посмотрим, сколько у нас итогово. 11 тысяч комбинаций, да? По-моему, или не прогрузилось еще. Да, 11 тысяч комбинаций. Ну, в целом, окей, да. Здесь 6,8, видим 6,8. Мгм. Ну, давайте 10 поставим, и здесь 5, ну, как бы 5, окей. Возможно, там с большим просто мартингейлом комбинаций работает. И давайте еще раз пройдемся. Так, быстренько 10 тысяч комбинаций у нас получилось. В целом небольшое количество. И заодно посмотрим минимум до ликвидации. Здесь 54. Идем дальше сразу же. Такие мне сразу же не нужны. Ну и плюс как бы по профиту он нам не подходит. Первая часть у нас мимо. Вторая часть ничего. Третья часть у нас 68%, 43, 21. Ну, это вот у нас дублируется условно, такая же похожая, а может быть идентичная, да. Скорее всего, идем дальше. Сейчас быстренько посмотрим все части. 47, 26, 16, 68, 43. Это у нас дублируется вот это вот самое первое, которое мы подбирали. Окей, идем дальше. 49, 79, 69, 10. Ну, фактически у нас вот здесь по профиту больше, вот, и показатель минимума до ликвидации такой же, да, идентичный. Поэтому ее мы не забираем себе. Идем дальше. Седьмой ничего, восьмой у нас есть 46, 52 нет. Идем дальше. Девятая. И сейчас еще десятую протестируем. Если ничего не найдем, то, собственно говоря, остановимся на тех, которые уже нашли, и возьмем просто по максимальному профиту. Ничего. Окей, тогда берем, собственно говоря, вот эти вот стратегии и максимально как бы безопасные сейфовые. Вот эту можно удалить. Вот, так как у нас здесь больше профита, а минимум до ликвидации в целом у нас совпадает. Вот, и давайте будем, собственно говоря, вводить. Так, стоп-лосс здесь пока уберу, это со старой стратегии осталось. Количество ордеров 8. 8. Идем. Шаг страховочных ордеров 1,3. 1,3, да, ладно, не вылетай ты. Так, 1,3, SO мультиплеер 1,1, Martingale 1,6, Take Profit 1,2. 1,2. И объем первого ордера единица. Окей? Окей. Все, прогрузилось. Давайте я еще чуть стоп-лосс подкорректирую, чтобы у нас прогрузились расчеты. Ну вот видим, что у нас здесь 55, здесь 52. Небольшое несовпадение, так как я ввел проскальзывание, да и в целом расчеты индикаторы и стратегии немного различаются. А вот, ну, для того, чтобы оптимизировать и была возможность подбирать такое огромное количество комбинаций, расчеты немного упрощены. Идем дальше. Расстояние до ликвидации 69, тут 68 плюс-минус рядом. И посмотрим на просадку, которая у нас по текущей истории графика. Сейчас идет обновление отчета. По текущей истории графика 22.61 здесь показывает. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Вот. Мы внесли все показатели, собственно говоря, в торговую стратегию. Сделки у нас нон-стопом открываются. Здесь в целом менять, наверное, я ничего больше не буду, ничего добавлять не буду. Здесь детализации баров поставили. Вот. И почему-то ты не загружаешься, я не понял. Сбросили до текущей, здесь чуть-чуть побольше показывает, да? 31. Ну, окей, давайте тестировать на всей истории графика. Будем смотреть, какие результаты у нас по итогу получились, если смотреть в долгую, да, то есть будем смотреть работоспособность текущей комбинаций на всей истории торгов. И, собственно говоря, ну, давайте предварительно, пока это все рассчитывается, посмотрим, как сделки у нас. Видим, что вообще сделки в целом закрываются очень быстро. Вот. И достаточно хорошо. То есть мы не собираем практически все страховочные ордера, а сделки у нас закрываются быстро. Итак, мы все-таки проходим, несмотря на такой показатель минимума до ликвидации, обычно я все-таки стараюсь 70-80 брать, даже больше 80, для того, чтобы пройти всю историю торгов. Но, как мы видим, что здесь у нас нет, во-первых, зависших сделок. Мы и 21 год отторговали очень хорошо, 22 год отторговали, 23, 24 и 25 у нас сейчас идет, тоже торгуем. Общая прибыль у нас 11 380%. Это прям прекрасный показатель, он мне очень нравится.
Вот, максимальная просадка средств 64, это прям тоже топчик, 14 740 сделок, прибыльные из них 68, ну, то есть это фактически, которые не закрылись в минус, да, то есть у нас все равно, вот если мы посмотрим, да, какие-то сделки у нас закрываются там в минус, да, вот, соответственно, ну, например, да, вот если мы вот здесь вот закрылись по take profit, все, что выше было, они фактически закрылись в минус, да, то есть вот этот вот закрылся в минус, это закрылось и это закрылось в минус, вот сделка, так как, ну, TradingView считает по каждому ордеру, да, соответственно, прибыль. Вот, таким образом мы с вами подобрали без стоп-лоссов с первого раза, собственно говоря, такую бомбическую комбинацию, которая у нас прошла всю историю торгов, не зависла там на года, как это обычно вот у меня с биткоином было, так с эфириумом, что с 22 года по 24 они просто висели в одной сделке, вот, приходилось вводить механизм стоп-лосса. Вот, что еще? Ну, давайте проверим на всякий случай, чтобы убедиться во всяком случае, что действительно какие-то минимальные отклонения от данной комбинации приведут к ликвидации, я просто повысил, собственно говоря, объем первого ордера на 1/10, то есть у меня сейчас стал не 1%, а 1,1, и вероятнее всего такое изменение объема приведет к ликвидации. Ну, во всяком случае, по моему опыту это, как правило, приводило, да, то есть небольшое даже отклонение к объему первого ордера приводило к ликвидации, так как здесь Мартингейл, да, надувает огромный объем позиции, но нет, да. Максимальная просадка 70 у нас стала в 18 тысяч ну, это прям, значит, очень хорошая комбинация, при этом даже все года мы проходим, очень хорошая комбинация, которая прям очень хорошо закрывает сделки. Это прям топчик. Вот, пожалуйста, пользуйтесь, это ну, это во всяком случае то, что я видел раньше, мне очень нравится по сравнению с предыдущими результатами, которые я наблюдал на других парах. Это прям очень хорошая комбинация, которая, во-первых, не зависает на всей истории торгов, без стоп-лосса все проходит, все супер у нее. Вот, при максимальной просадке средств и даже увеличение объема первого ордера не привело к ликвидации, вот, а максимизировала прибыль нам и при этом с небольшим приростом максимальной просадки средств. Вот. Таким образом, еще, да, опциональные наши задачи. Ну, во-первых, по текущей истории графика мы видим, что максимально у нас 28,2 дня. Вот этот вот у нас единственный критерий не совпал, да, с таблицей. То есть где-то мы все-таки подзависли вот в сделке. Ну, собственно говоря, максимальная вот мы можем видеть с 11 июня по 9 июля. Это длилась сделка, да, немного все-таки подзависли, хотя июнь-июль, ну вот она, вот здесь 1,9 мы заработали и здесь вот вышли. И у нас здесь 11%. То есть среднемесячный профит у нас 8%, это супер показатель, 96% годовых, это если рассчитывать на текущие истории графика. Вот. Ну и, собственно говоря, по месяцам 5,9, 11,1, а вот здесь 11,1 и здесь 11. То есть вот в хорошие месяцы мы спокойно закрываем 11% в месяц. Апрель 8,1, май 7,8, июнь 1,9 и сентябрь, да, сейчас 2% уже заработано. В итоге 58,9% мы заработали за текущую историю графика. Ну, в целом, считаю, что все наши задачи решены. Всего мы все задачи поставленные достигли, классную комбинацию, крутую подобрали. Вот. Всем спасибо за внимание и всем профита. Пока-пока.